Рада всем заглянувшим на канал «Жизнь женщин». Сегодня я хочу поделиться правилами жизни японского мастера по буддизму и величайшим фехтовальщиком Миямото Мусаси, которые он написал буквально за 3 недели до смерти. То, чему он нас учит, это принимать жизнь такой, какая она есть, не беспокоиться о том, чего мы не можем изменить, а главное – быть в мире с самим собой. Эти правила действительно работают. Надо только работать над собой и над своим отношением к жизни. Все люди на Земле стремятся к жизненной гармонии. Согласитесь, все хотят быть счастливыми, меньше думать обо всем, не тревожиться, быть в хорошей физической форме, жить в сегодняшнем дне, не сожалея о прошлом и не беспокоясь о будущем. Почему мы не можем жить в мире и покое? Одна из причин в том, что мы не можем принять существующего порядка вещей. Отрицание и борьба с самим собой только усугубляют ситуацию. К сожалению, принятие – очень сложная наука. Как правило, мы сразу же отрицаем все, что не устраивает нас на 100%. Что же делать? Для того, чтобы перестроить свое мышление, могут понадобиться месяцы. Но поверьте, оно того стоит. Итак, запомните эти правила. Принимайте все, что происходит в вашей жизни, как есть. Принятие – самое первое и самое важное, что вы должны сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Это своеобразное состояние души. Даже не ваша конечная или промежуточная цель, а мироощущение, когда вы принимаете абсолютно все, что происходит в вашей жизни. Вместо того, чтобы сражаться с беспокойством и стрессом, которые подстерегают нас на каждом шагу, лучше концентрироваться на самом важном – пути, по которому следуете. Тем самым вы не будете создавать себе лишних проблем, что, поверьте, уже немаловажно. Принятие помогает уменьшить тревожность. Вы расслаблены, не сражаетесь ежеминутно, а значит, не усугубляете ситуацию, которая, возможно, и без того непроста. Не превращайте погоню за удовольствиями в самоцель. Как и большинство людей, мы всегда недовольны тем, что имеем и считаем, что можем рассчитывать на большее. Когда погоня за удовольствиями и наслаждениями становится самоцелью, мы попадаем в ловушку бесконечного количества желаний, которые никогда не заканчиваются. Это не означает, что вы не должны радоваться и наслаждаться, когда получаете желаемое. Главное, чтобы это не становилось самоцелью, которая съедает вас. Наслаждайтесь каждым моментом своей жизни и поймите, как это просто и здорово одновременно. Тогда вы не будете чувствовать себя глубоко несчастными, когда что-либо не будет получаться. Никогда, ни при каких обстоятельствах не давайте чувствам взять верх над вами. Какими бы ни были ваши чувства, помните, они не длятся вечно. Все проходит в этом мире. Вы не можете быть счастливыми постоянно и ежесекундно, так же, как и не можете чувствовать себя несчастными всю жизнь. Думайте не о себе, а о мире, в котором вы живете. Когда вы все время размышляете о себе любимом, вы подыгрываете своему эго и одновременно становитесь еще более неуверенным. Счастливые люди не концентрируются исключительно на себе. Есть отличная китайская пословица на эту тему. Если желаете счастья на часок, вздремните. Если на день, отправляйтесь на рыбалку. Если на целый год, понадобится унаследовать целое состояние. Если же на всю жизнь, помогайте другим. Другими словами, спокойнее относитесь к себе. Не так серьезно. Лучше подумайте, чем можете помочь другим. Откажитесь от желания во что бы то ни стало достичь желаемого. Буддизм учит, что желания вызывают страдания, ибо когда вы думаете лишь о том, чего хотите, перестаете замечать и ценить то, что уже имеете. И когда получаете желаемое, чувствуете себя опустошенным, и вы вынуждены вновь придумывать желания и так до бесконечности. Если вам удастся отказаться от этой карусели желаний, сразу же почувствуйте облегчение и благодарность судьбе за все, что имеете сегодня и сейчас. А это ключ к миру с собой и гармонии. Никогда не жалейте о содеянном. Сожаление – одна из самых иррациональных эмоций, не так ли? Вы не можете изменить то, что уже произошло. Можно извлечь урок из случившегося, но это никак не связано с бесполезными сожалениями.
Иногда очень непросто не сожалеть о чем-то или ком-то. Главное, не зацикливаться на этих мыслях, ведь это абсолютно бесполезно. Никогда не ревнуйте. Еще одна абсолютно бесполезная эмоция. Она всего лишь свидетельствует о вашей неуверенности в себе, потому что вы завидуете успехам или жизнью других. Вместо этого загляните в себя, выдохните, будьте благодарны судьбе за то, кем вы есть сегодня и что имеете. Не сожалейте о расставаниях. В жизни нередко случается, что приходится расставаться с теми, кто тебе дорог и близок, но, сожалея об этом, вы ничем не поможете ни себе, ни этому человеку. Иногда приходится собрать все свое мужество и принять случившееся. Думайте о том, что у вас есть сегодня, а не о том, что потеряли. Возмущение и обида ничем не помогут ни вам, ни другим. Когда вы возмущаетесь, но ничего не предпринимаете, ситуация тоже не меняется. Это только подтачивает вашу жизненную энергию, не более. Не позволяйте другим людям влиять на вас. Вы не можете контролировать их поведение и поступки, но вы можете держать под контролем свою реакцию на все происходящее. Не позволяйте, чтобы страсть определяла ваше поведение. Это проблема многих из нас. Мы все соглашаемся с тем, что страсть не должны быть сильнее нас. Это похоже на гонку за эмоциями, которые очень быстро проходят и приносят только сиюминутное удовольствие. Любовь– это совсем другая история. Это действительно очень важное чувство. Ваша семья– самое важное и самое дорогое, и ваша жизнь лишь тогда настоящая и счастливая, когда вы заботитесь и оберегаете ее. Не надо зацикливаться на чем-то одном. Когда ваши мысли занимают что-то одно, вы не получаете удовольствия от того, что имеете. Соответственно, не можете наслаждаться нынешним моментом. Постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном, каким бы важным оно вам ни казалось, особенно если не в ваших силах это контролировать. Не придавайте слишком большого значения тому, где вы живете. Если можете изменить что-либо, делайте это и прилагайте все усилия, чтобы у вас все вышло. Но если нет, намного рациональнее будет принять то, что имеете сегодня и сейчас, чем сожалеть и мечтать, как оно могло бы быть. Не придавайте чрезмерного значения вкусной еде. Покушать вкусно, конечно, приятно. Но старайтесь все же концентрироваться на том, чтобы пища была здоровой и полезной, иначе вы рискуете приобрести нездоровую зависимость от еды, как и от алкоголя или наркотиков, кстати. Не цепляйтесь за вещи, которые вам уже не нужны. Вы не представляете, как легко обрасти барахлом и хламом, который занимает все ваше пространство и совершенно бесполезно. Но если оно не приносит вам никакой пользы и радости, просто избавьтесь от него. Вы сразу же почувствуете облегчение. Кроме того, станет больше места в доме, и вы наведете также порядок и в ваших мыслях. Не надо стараться быть похожим на всех. Во всем руководствуйтесь здравым смыслом. Поступайте так, как подсказывает вам ваше сердце, а не основываясь на том, что подумают другие люди. Вы должны решать для себя лично, что действительно важно. Вы сами для себя определяете, что хорошо, а что плохо, и не нуждаетесь в чьих-либо советах и подсказках по этому поводу. Не пытайтесь научиться всему только потому, что это когда-либо пригодится. Конечно, вы не фехтовальщик, который оттачивает свое умение, чтобы выиграть бой, но его мудрость можно применить относительно своей жизни. Лучше быть безупречным экспертом в какой-то одной своей области, чем во многих понемногу. Не бойтесь смерти. Сделать это чрезвычайно трудно, поверьте. Но смерть– это то, чего не избежать никому из нас. Мы можем либо принять это и научиться жить с той мыслью, что рано или поздно нас не станет, либо тревожиться и переживать всю оставшуюся жизнь. Не гонитесь за материальными благами. Лучше подумайте, что будет со всем этим, когда вас не станет. Вам необходимы только вещи, которые полезны для жизни. Все остальное– пустая трата времени. Благодарите Бога за все, не рассчитывая на Его помощь. Научитесь брать на себя ответственность за свою жизнь. Не рассчитывайте на удачу или на Бога, которые помогут вам во всех ситуациях. Делайте все, что от вас зависит, чтобы помочь самому себе. Если правда на вашей стороне, рано или поздно все получится.
Всегда помните о чести, даже если вашей жизни угрожает опасность. Не поступайте так, чтобы было больно и стыдно с этим жить. Вас определяют ваши действия, а не убеждения. Никогда не сворачивайте с выбранного пути. Оставайтесь скромными, поступайте так, как велит вам ваше сердце. Будьте всегда открытыми для познания и духовного роста. Надеюсь, эти мудрые правила пригодятся вам в жизни. И знайте, что на канале «Жизнь женщины» есть много интересной информации к размышлению. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых выпусков. Пока-пока.